Последние две альфы я пытался вытянуть шамана на какой-то более-менее играбельный уровень. Шаман в целом мне показался интересным классом, не таким простым, как другие, но оказалось все сложнее, чем я думал. Хоть у меня и не было времени апнуть шамана до 15 левела и выше и попробовать его последние скиллы в Weapon Mastery, за эти пару тестов я сделал вывод, что шаман это по большей степени PvE класс. На более высоких уровнях он может быть сильным, но в сравнении с другими классами очень сомнительно, что он полностью подходит для каких бы то ни было PvP активностей. Но некоторые его сборки могут быть и правда неплохими. И нормальный от него толк может быть только где-то после 15 уровня. Особенно если он соло. Он все понемногу и ничего полноценно. Почему? Я сейчас объясню. Сперва быстро по его скиллам, чтобы потом понимать, насколько он отличается от других классов. Кушка. Делает рывок к врагу, и следующие 4 удара снижают физ армор и маг резист цели на 6 секунд. Стакается до 4 раз. Обездвиживает цель при накоплении 5 зарядов в пассивке. Это не стан и не сайленс. Один заряд – это 3 автоатаки или 1 ешка. Каждые 3 удара повышают атак спид на 5% на 7 секунд. W. Ставит тотем при накоплении 5 зарядов на пассив умения. Огненный тотем наносит маленький урон, земляной тотем повышает физ урона всех союзников в радиусе, и тотем хила хилит, зависит от маг урона. Ешка. Удар молнией. Скилл дистанции. Урон зависит от спелл пауэра. При 5 зарядах юзает мгновенно. R. Призыв волка. Статы волка это 50% от статов шамана. При смерти волка шаман теряет 30% хп. Последние скиллы мастерки. Дух волка вселяется в шамана, усиливая его способности. И второй, призванный волк, получает дополнительно 10% от статов шамана. Плюс 1% за каждые 25 спелл пауэра. Волк больше в размере и создает больше угрозы автоатаками. Теперь по сборкам. Шамана адекватно собрать можно в криты, атак спид, игра от прока критов, атак спид, маг дамаг, для быстрого обновления тотемов и качества бустов или хила. Это саппорт. Маг атака, маг пенетра, маг криты. Игра от дистанции, маг критов. Теперь коротко можно разобрать эти спеки под разные нужды. Возьмем спек на криты и PvE контент. На низких левелах до 9-10 левела, собираясь в атак спид и криты, будет довольно комфортно против мобов. Все, что нам нужно будет делать, это автоатачить мобов. 1-2 импланта на хп и армор, а все остальные с шансом крита и на атаку. Плюс когти на крит шанс. Небольшие пачки мобов ты сможешь потянуть, однако твой тотем на хил будет хилить немного. Есть смысл ставить тотем земли на усиление атак. Молния также не нанесет много урона, так что юзать можно либо кушку для понижения брони, либо W для тотема. Говорят, кабана можно забрать за секунд 5 с такой сборкой. В принципе, для кача в начале, чтобы потом перекачаться в то, что хочешь, можно. Но если сравнить шамана с дестройером, то у шамана всего 1-2 полезных скилла и то, которые урон не наносят. А у дестройера все 3 для урона плюс стан. В PvP эта сборка на этих левелах почти юзлес. Ты ничего не сделаешь почти против любого класса. Лучника не догонишь даже с помощью кушки, она не обездвиживает при нулевых зарядах. А на тебя по КД будет падать сеть и град стрел, который замедляет. Плюс R с высоким уроном и отскоком. Повезет, если ты хотя бы 3 раза сможешь ударить, не говоря уже про накопление зарядов. Против дестройера тоже вялая драка получится. Бурст урона в первые секунды, не успеешь прокнуть даже половину своих критов. Собака сдохнет в начале. Минус 30% хп сразу. Против легионера. У него много контроля и армора. Он просто не даст тебе накопить стаки и будет тебя кайтить свои 10 секунд, чтобы снова кинуть на тебя стан твоей же собакой. Плюс пассивка дает ему доп броню. Хотя, конечно, можно попробовать. За эти 10 секунд вдруг повезет выбить несколько критов. Против бомбера. За счет кайта и ешки, рывок призраком и телепортация к нему будет держать дистанцию, бомбой блайндить и кидать себе щиты. Может быть и можно одолеть, но даже это будет проблемой. Хотя думаю, у бомбера все равно не хватит дэмэджа, чтобы тебя убить. Возможно, против роги можно адекватно выстоять, но это уже нужно тестить. Если взять в пример дуэль между шаманом и лучником, видно, как шаман пытается догнать своего врага. Он с самого начала использует 2 обилки. Диспел, снятие контроля, и спринт, чтобы догнать. Он хоть и выигрывает эту дуэль, но только потому, что лучник ничего не делает. Что-то себе прыгает, бегает и даже не думает использовать спринт, чтобы оторваться, а ведь это было для него обязательно. А спринт будет у каждого персонажа. Инфа сотка. Так что все еще зависит от вашего оппонента. Если он играет так же, как этот Хантер, то выиграть не проблема. Крит-сборка может быть сильной, но если вы доберетесь до противника. А если встретитесь лицом к лицу с таким же дамагером, но полноценным, у которого от обилок летят криты по 600+, еще и контроль, пока все так же скептически. Но против любителей пойдет. Сборка на атак спид и маг атаку. Это full саппорт. Урона будет немного, но для группы ты полезный юнит. С прокачкой мастерки в ветке тотемов твои тотемы будут стоять дольше. У них здоровья будет больше, радиус шире, но что самое интересное, хил тотем начнет снимать дебафы каждые 5 секунд всей группе в радиусе. Со сложными мобами будет интересно, в бою с боссом тоже.
Ты сможешь ставить новый хил-тотем до окончания предыдущего, или же комбинировать с земляным. Ветка саппорта в талантах будет хорошим бустом для всей группы. В PvP ты даже не успеешь накопить и на один тотем. А если успеешь, враг просто может вас с него вывести кайтом. Урона от тебя будет мало, контроля 0. Маг-сборка, маг-пенетра, маг-криты и урон. Это мне показалось очень интересным вариантом в лейтгейме, учитывая, что в мастерке в ветке молнии Ешку можно будет использовать 2 раза подряд. Также молния будет отталкивать врага на метр и вешать дот урон при крите, а каждое ее использование дает 1 заряд пассивки, и при достижении 5 Ешку можно будет применить мгновенно, а от этого можно уже как-то отыгрывать. КД Ешки 6 секунд, при должных имплантах и ветке мага в талантах КД можно сократить до 4-5 секунд. Дальше в мастерке молния будет отскакивать от врагов на ближайших, таким образом поражая сразу нескольких, но урон при каждой смене цели уменьшается. И последняя прокачка молнии позволяет ей перескакивать на ту же цель, если других целей рядом нет. Это сильно. Не стоит забывать, что каждая прокачка в мастерке пассивно увеличивает дистанцию твоей молнии. Также в ветке пассивки можно вкачать позже 20% шанс на получение 2 зарядов вместо 1. Теперь мы понимаем, что игра в основном будет зависеть от кайта. Кулдаун – основная проблема. Тебе нужно эти 5 секунд кайтить противника, ибо у них 3-4 скилла для того, чтобы нанести урон или догнать тебя. Сам урон у прокачанной Ешки довольно высокий. При должных имплантах на маг урон, пенетру и крит Ешка превращается в сильное оружие. Вы буквально можете стирать врагов, если вылетят пару критов, а они могут вылететь по 1-2к, плюс дот урон и цепная реакция молнии. Так что, на мой взгляд, шаман может быть очень сильным в лейте, учитывая, что я даже не успел добраться до последних скиллов в мастерке. Однако это все равно остается один полезный скилл против 4 скиллов у других персонажей. Как ни крути, они будут использовать в PvP все свои скиллы против тебя, а ты сможешь использовать только 1-2 и больше выезжать за счет пассивок мастерки. Если тому же дестройеру удастся до тебя добраться, ты не сможешь простоять долго и выдержать его урон. Однако, если успеешь закастить на него пару первых молний и они кританут, то можно будет подумать над добиванием. Время каста Ешки примерно 1,5 секунды. КД 5 секунд. За эти 1,5 секунды он может под спринтом долететь до тебя своей ультой и застанить. Дальше думай сам. В ПВЕ маг шаману очень трудно. Против 3-4 мобов уже будет тяжело на высоких уровнях. Против тех же волков. Шаман не дестройер и не может влететь в них с ульты и начать крутить масс урон. Так что на любом уровне шаман-маг в соло плох в ПВЕ. В общем, как бы ты ни вкачал персонажа, какие бы до побилки ни юзал, и как бы далеко в Weapon Master не зашел, знай, что у твоего соперника все точно так же. Он тоже юзает до побилки, и у него тоже вкачана мастерка. Ты заюзаешь спринт, чтобы оторваться, и он заюзает, чтобы догнать, и так далее. Так что по ощущениям, любой персонаж на голову выше шамана, так как они полноценные дамагеры или саппорты, а шаман нет. Это персонаж сложный, но может быть смертоносным. В самом начале сразу собираться в молнию не рекомендую. Кач будет дольше и тяжелее. Такое ощущение, что лучше бегать с критами для кача, а в будущем думать о смене спека на желаемый. Проблема в том, что ты будешь тратить время на крафт имплантов для спеков криты, а затем тебе нужно будет снова тратить время, чтобы собрать импланты для спека мага. Вообще никто не мешает иметь пару готовых сборок для своего персонажа. Переспекаться ведь не проблема, нужно только скрафтить импланты. Был саппорт, а через минуту танкующая крит-машина. Возможно, я ошибаюсь по поводу шамана, но пока анализ дает понять, что шаман слаб со всех сторон в сравнении с другими. Будет интересно посмотреть и на другие версии. Пока это не полный разбор шамана, но уже можно увидеть общую картину игры за него и его ротацию в PvP. Буду рад фидбэку. На этом все. Спасибо.